Всем привет, друзья! Сегодня пеку пряники. Сколько пряников, столько и рецептов. Вот хочу показать вам свой вариант приготовления. Пряники по этому рецепту получаются мягкие, нежные, воздушные, долго хранятся и не черствеют. Основа для приготовления пряников – заварное тесто. Для заварного теста мне понадобится 300 мл сгущенного молока, к сгущенному молоку добавляю 500 мл концентрированного молока. Молоко 10% жирности. В молоке также содержится сахар 13 грамм. Молочную смесь ставлю на плиту и довожу до кипения. Еще раз повторюсь, заварная основа на основе концентрированного молока 10% жирности, 13 грамм сахара содержится в молоке. По вкусу оно такое карамельное, топленое молоко, очень вкусное. На этом молоке невероятно вкусная сдоба получается. И сгущенное молоко я замеряла тоже в миллилитрах, 300 миллилитров. Массу при варке постоянно помешиваем, доводим до кипения и отключаем плиту. Молоко закипело, готовим сразу сухую смесь. Делаем это быстро, чтобы молоко не успело остыть. Берем 200 грамм муки. В муку добавляю 50 грамм кукурузного крахмала. Чайную ложку соли. Я использую розовую соль. Если будете использовать йодированную соль, тогда добавьте пол чайной ложечки с горкой. Я добавила чайную с горкой. Почему пол чайной ложки с горкой йодированной соли? Потому что она такая вот крепкая. Добавляю 6 столовых ложек сахара, здесь ровно 100 грамм. 6 пакетиков ванильного сахара, в каждом пакетике по 8 грамм. Пряники получаются насыщенного ванильного вкуса. Сухие продукты хорошо перемешиваю. И выливаю кипящее молоко. И сейчас всю эту массу нужно будет взбить миксером на маленьких оборотах.
В горячую смесь добавляю 100 грамм топленого масла. В этом рецепте сливочное масло не предусмотрено. 100 грамм топленого сливочного масла. Молочную смесь нужно будет остудить, и потом продолжим замес теста. Перемешиваем до тех пор, пока масло хорошенько не вмешается. Его не должно быть видно на поверхности. Получается такое жидкое тесто, консистенция как на блинчики тоненькие. Ждем, пока масса станет теплой. Заварная основа остыла. Добавляю сюда 2 средних яйца и 2 желтка. Все это нужно будет взбить миксером в течение 2 минут. Добавляю сюда 550 грамм просеянной муки. Поверх муки высыпаю 4 пакетика разрыхлителя. В каждом пакетике 16 грамм. Замешиваю тесто. Сначала с помощью силиконовой лопатки. 200 грамм муки у нас ушло на заварку. 550 грамм муки мы добавили сейчас. Это получается 750 грамм муки. 100 грамм муки мне еще понадобится для замеса теста. И вот этих 100 грамм муки я буду добавлять постепенно. Вот такое густое липнущее тесто у нас получилось. Теперь тесту нужно будет дать отдохнуть в течение 3 часов. Желательно это тесто сделать заранее. Допустим, с вечера делаете тесто, а утром выпекаете прянички. Чем дольше стоит тесто, тем гуще оно становится. Вот еще раз покажу, посмотрите. Вот такое тесто лениво вот так сползает с лопатки. Нужно ложку даже потрясти, чтобы оно сваливалось. Для того, чтобы тесто сверху не заветрилось, обязательно прикрывайте его полотенчиком или крышкой. Тесто для отдыха оставляю при комнатной температуре. После замеса теста прошло 3 часа. Посмотрите, какое оно у нас получилось. Готовность теста можно проверить, оторвав маленький кусочек. Посмотрите, тесто не липнет, мягкое, эластичное. Перчатки чистые. Рабочую поверхность припыляю небольшим количеством муки. Беру кусочек теста.
раскатываю в пласт толщиной 7 миллиметров. Старайтесь раскатывать равномерно. Пряники у меня будут маленькие, кругленькие, диаметром 4 сантиметра. Пряники буду выпекать в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Пеку до золотистого цвета. Чем толще ваш пряничек, тем дольше нужно будет его выпекать. Заготовки выкладываю на расстоянии друг от друга на пекарскую бумагу, на противень, застеленный пекарской бумагой. Что еще хотела сказать по поводу разрыхлителя. Если у вас нету разрыхлителя и вы захотите добавить сюда питьевую соду, в этом рецепте питьевая сода не предусмотрена, поэтому добавляйте обязательно разрыхлитель, иначе пряники у вас не получатся с содой, они будут очень невкусные и с ярко таким выраженным вкусом соды. Поэтому обязательно добавляйте разрыхлитель. Теперь собираю тесто в комок и снова его раскатываю. Такие вот прянички, малютки, малышки. И вот теперь вот эти пряники отправляю в заранее разогретую духовку на 175 градусов. Горячие пряники буду обмакивать в яичной глазури. Для глазури мне понадобится 250 грамм сахарной пудры, сок половины свежего лимона, лимон средний, и 2 яичных белка. Белково-сахарную смесь нужно будет еще хорошенько взбить с помощью миксера. Долго глазурь взбивать не нужно, я ее взбивала где-то около 1 минуты.
Первая партия пряников готова. Посмотрите, какие симпатичные они получились. На горячие пряники буду наносить белковую глазурь. На горячем прянике глазурь очень быстро подсыхает и проходит термическую обработку. Белки завариваются. На горячем прянике в доли секунды глазурь подсыхает. Если вам нравится толстый слой глазури, можете нанести повторно. Как только пряничек высохнет, пройтись еще раз. Вот смотрите, какая вот маленькая прелесть. Такой ювелирный пряничек. Вот испекете такие пряники однажды и не захотите никакие другие печь. На моем канале есть еще несколько рецептов шоколадных пряников, к примеру. Все они очень удачные, но этот рецепт, я вам скажу, особенный. Пряники по вкусу напоминают вкус топленого молока. И вот этот вот рецепт, который я вам показываю, вы его не найдете на просторах интернета. Это мой личный рецепт. Что еще хочу сказать? Чем дольше лежит пряник, тем он получается вкуснее. Прянику нужно будет дать время для созревания. После выпекания они уже вкусные. Давайте я вам сейчас покажу, вот как сразу после выпекания выглядит пряничек в разрезе. Вот, посмотрите. И когда перепеку пряники, покажу, как выглядит первая партия в разрезе. Он еще горячий. Очень мягкий, ароматный, нежный. Это просто блаженство. С чашечкой кофе или с чаем, да просто с молоком. Скушать такой пряничек — это сплошное удовольствие. Вот такие чудесные пряники у нас получились. Посмотрите, сколько их много. И давайте я сейчас покажу вам, как выглядит отлежавшийся пряничек в разрезе. Очень мягкий, прям мягусенький, буквально тающий во рту. У нас у славян что хлеб, что пряники, всему голова. Желаю от души, чтобы в ваших домах всегда пахло свежеиспеченными хлебобулочно-пряничными изделиями, удачно приготовленными вашими руками. Я уверена, что вам мое подробное видео со всеми нюансами приготовления очень понравится, и вы сможете легко повторить мой рецепт этих сытных и вкусных пряников. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.